Готова ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Анна Усанова, Москва-Баку. Возвращаясь к российско-азербайджанским отношениям и немного к делу Скрипалей. На днях азербайджанские депутаты поддержали как раз Россию в вопросе дела Скрипалей, назвав его провокацией, продолжением политики санкций, попыток изоляции России, подчеркнув, что они выступают против таких действий. Как бы вы могли это прокомментировать? Ну, мы исходим из того, что это позиция, о которой вы сказали, я не видела текста решения, но если оно действительно содержит такие слова, как провокация, это полностью отражает российскую позицию, и мы рады тому, что, так сказать, объективный взгляд на вещи все-таки существует в современном мире, и вот в частности в Азербайджане. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Да, добрый день, корейская телерадиовещательная компания. Просим вас прокомментировать межкорейский саммит, который запланирован на 27 апреля. Да, спасибо. Мы, как уже говорили неоднократно, неизменно поддерживаем усилия двух корейских государств по наложению диалога, по развитию контактов. Рассчитываем, что планируемая межкорейская встреча на высшем уровне будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки на Корейском полуострове и решению всего комплекса накопившихся в этом регионе проблем, включая ядерную. Что касается предполагаемой повестки дня саммита, а именно перспектив возобновления межкорейского сотрудничества в практических областях, то приветствовали бы такие договоренности. И мало того, мы были бы готовы способствовать их реализации в случае соответствующего обращения корейских партнеров. Мы подтверждаем, что наши инициативы, которые касаются трехсторонней, Россия, Южная и Северная Корея, кооперации в железнодорожной, электроэнергетической и газовой отраслях остаются в силе. Вопросы санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, безусловно, должны рассматриваться в установленном порядке в рамках деятельности этого международного органа. Да, пожалуйста. Добрый день. Он работает, да. Добрый день, телеканал Russia Today, Кочнова Мадина. Запад много раз обвинял Россию в том, что она препятствует доступу экспертов ОЗХО к месту предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Соответствуют ли эти заявления истине, и что бы вы ответили на подобные обвинения западных политиков? Спасибо. Вы знаете, я единственное хотела, вот я почему попросила коллегу забрать материал, я сказала по товарообороту, который вырос в наших двусторонних отношениях с Азербайджаном, привела цифры в миллионах, конечно, в миллиардах. Вот мне сейчас подтвердили. По поводу обвинений в чем? В чем нас? Давайте я еще раз повторю. Да. Еще раз я повторю свой вопрос. Он звучит таким образом. Запад много раз обвинял Россию в том, что она препятствует доступу экспертов. Да, все, химическое, да. Мы говорили, давали развернутый комментарий, он сейчас доступен также на сайте Министерства иностранных дел. Я давала свои устные комментарии на этот счет. Это просто какая-то несусветнейшая чушь, неправда, ложь. Вот дальше через запятую все синонимы на этот счет. С чего они это взяли, какие конкретные факты и доводы они приводят, нам неизвестно. Мы были сразу же заинтересованы искренне в направлении туда инспекторов ОЗХО, сделали публичные заявления на этот счет. Мало того, мы контактировали с сирийской стороной относительно того, чтобы все документы визовые, в частности, были выданы инспекторам максимально оперативно, и мы просили сирийскую сторону по двусторонним каналам проявить в этом вопросе максимальную оперативность и конструктивный подход. Помимо всего прочего, мы не являемся, я подчеркиваю, организаторами этой поездки. Это ООН, это ОЗХО, это Сирия, но при этом мы каждый раз даже в вопросах безопасности предлагали свое, так сказать, содействие. Опять же, вы понимаете, есть тонкий момент. Мы привыкли, что нас во всем обвиняют, поэтому даже когда предлагали
содействия в вопросах безопасности, честно говоря, не было никаких гарантий, что нас не обвинят в том, что мы хотим каким-то образом, не знаю, присоединиться к организации этой миссии, повлиять на ее решение. Ни в коем случае, исключительно и только, учитывая, что он проявил обеспокоенность, по очевидным причинам, потому что там террористы опять обстреляли этот район вопросами безопасности. Еще раз говорю, со стороны России все это было сделано. На каком основании Министерство иностранных дел Франции сделало заявление о том, что Россия якобы препятствует, неизвестно. Но учитывая, что и вот доклад они опубликовали там по химической атаке вот с такими ошибками, может быть, им тоже что-то как-то не то показали, сложно сказать. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Добрый день. Андрей Афанасьев, телеканал «Царьград». Десятки российских СМИ, общественных организаций с воодушевлением восприняли инициативу Россотрудничества МГИМО под названием «Highly Likely Welcome Back», которая направлена на возможность возврата российских студентов в, собственно, наши вузы, которые сейчас проходят обучение в Великобритании. Хотелось бы узнать официальную позицию МИДа и будет ли оказана какая-то поддержка со стороны нашего внешнеполитического ведомства для данной инициативы. Спасибо. Это действительно программа Россотрудничества. Я думаю, что эта структура вполне может, и я думаю, что даст свои комментарии на этот счет. Как я могу только сказать, что Россотрудничество на протяжении многих лет ведет работу по поддержке деловых, культурных связей с соотечественниками, которые проживают за рубежом. Помимо уже к традиционным темам добавился предметный диалог со специалистами, которые обладают квалификацией и опытом в сфере, в частности, цифровой экономики. В 2017 году в России была принята масштабная программа развития цифровой экономики, призванная изменить большинство сфер привычной для нас жизни, от образования и здравоохранения до транспорта и платежных систем. И важным направлением в этой работе является подготовка и привлечение кадров, которую, собственно говоря, которая осуществляется совместно с Минэкономразвития, Минобрнауки. И свою роль агентство видит в качестве коммуникационной площадки для студентов, выпускников, молодых специалистов, а также образовательных центров, средних, высших учебных заведений и, конечно, потенциальных работодателей. Партнерами за рубежом являются ассоциации русскоязычных студентов, организации соотечественников и просто активные российские граждане. Вот этот проект по данным Россотрудничества станет, опять же, как запланировано самим агентством, первым шагом по созданию экосистемы цифровой экономики России. Я думаю, что стоит также напомнить вам, что, к сожалению, представители русскоязычной диаспоры в различных странах, тем более в Великобритании, испытывают на себе пристальное внимание со стороны государственных властей. Иногда это выражается в особом отношении при прохождении различного рода формальностей, в том числе по визовым вопросам. Все это остается. Но это, так сказать, просто напоминание. Факультет управления и политики МГИМО, Фонд развития информационного общества, платформа «Актум» совместно с Россотрудничеством закладывают основу условий для соотечественников из Великобритании и других стран, желающих продолжить учебу и найти работу в ведущих компаниях в России или же сталкивающихся с недружественным отношением в стране проживания. Как мы понимаем, не ограничивается охват размером квот, перечнем специальностей, каким-то регионом, список учебных заведений, работодателей, в том числе и в регионах России, а также стран проживания российских соотечественников, открыт. Каждый высококвалифицированный специалист получит индивидуальный подход в построении профессиональной траектории. Я думаю, что и вы можете задать свои вопросы Россотрудничеству. Это был просто краткое цитирование их позиции. Но и российские студенты зарубежных вузов могут задать свои вопросы, вступив в специальную созданную для этого группу на Facebook. Она так, собственно говоря, и называется, как вы сказали. Модераторы группы готовы дать ответы на все вопросы. И еще
раз говорю, что обращайтесь за полноформатными такими интересными, я думаю, по этому поводу будут интересные комментарии к Россотрудничеству. Да, пожалуйста. Добрый день, Мишурина Екатерина, ТВ «Асахи». Возвращаясь к северокорейской проблематике, вот неделю назад состоялась встреча главы МИД КНДР Ли Йон Хо и Сергея Лаврова. Скажите, пожалуйста, выражалось ли со стороны Северной Кореи какое-либо намерение возобновления шестисторонних переговоров? И прошло практически неделя, может быть, какие-то есть по дипломатическим каналам новые данные поступили по подготовке переговоров на высшем уровне между Россией и Северной Кореей? Ну, по второму вопросу ответ традиционный. Это все, что касается переговоров на высшем уровне, это к администрации президента. Что касается шестисторонних переговоров, то мы и констатируем, и, собственно говоря, вы это видите, идет активизация именно двусторонних контактов, в общем-то, с членами той самой шестерки, о которой идет речь. Мария Владимировна, еще пользуясь случаем, корреспондент «Медиамост Болгария» Борис Анзов просил передать вам привет. Он сейчас находится в Крыму на 4-й Ялтинской конференции. Вот, просил сказать, что весь Крым смотрит на вас. Да. Вот, и он вам шлет большой А он нам привет. об этом рассказывает. Как замечательно. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Анатолий Курманаев, газета Wall Street Journal. Интерфакс опубликовал, что российское посольство в Вашингтоне получило письмо из Белого дома, что новых санкций пока не будет. Вы можете это подтвердить? Ну, это старая уже информация, что-то вы как-то запоздали. Но это было на начало недели, а? Спасибо. То есть все понятно. Эта информация старая, мы в тот же день это и подтвердили. Это вопрос не сегодняшнего дня, а начала недели. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Амин Дергами, телеканал Аль-Джазира. Сейчас, извините, у нас не всегда так длинно. Вы не бойтесь, вот, не всегда так. Просто так вот нам британские коллеги подбрасывают идеи. Пожалуйста, извините. Да, Амин Дергами, телеканал Аль-Джазира. Сегодня появилась такая информация на Интерфакс со ссылкой на российский военный дипломатический источник о том, что сирийская оппозиция и Джабхат ан-Нусра на юге Сирии, они расширяют свои действия и в перспективе создания автономии на юге страны с поддержкой США. Есть ли у вас подробности, подробная информация об этом и официальные, может быть, какие-то данные? Я могу сказать, что видела эти комментарии. Я могу сказать, что мы также обладаем этой информацией. Сейчас я найду подробности на этот счет. Пока ищу, могу сказать, что действительно упомянутая вами информация соответствует действительности, и мы фиксируем эти тенденции. Сейчас, одну секунду. Действительно, мы можем сказать, что в течение последних недель серьезно обостряется обстановка на юге Сирии. Вопреки заявлениям американцев, в долине реки Ярмук основные роли сегодня играют не только сирийская свободная армия, но и Джабхат ан-Нусра, и бандгруппы ИГИЛ, причем через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. На самом деле мы понимаем, что это за гуманитарная помощь. В действительности грузы, которые доставляются этими колоннами, гуманитарной помощи имеют отдаленные отношения. На самом деле, какие там грузы и что там содержится, только предстоит выяснить. И вся переброска так называемой гуманитарной помощи, она контролируется и непосредственно самими американцами. Я думаю, что могу также вам сказать, что в рамках работы мониторингового центра в Омане и иорданским и американским представителям
систематически доводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах. Однако никто никаких мер дестабилизации обстановки и уничтожения террористов не предпринимает. На этом фоне боевики ведут активные действия по расширению подконтрольных территорий. Еще в начале апреля совместный оперативный штаб Ан-Нусры в ДРА направил к командованию других группировок, действующих в провинциях Эс-Сувейда, ДРА и Эль-Кунейтра, призыв о координации действий для проведения одновременного наступления на сирийские правительственные войска. Хотел бы также отметить, что для наступления на позиции правительственных войск только Джабхат Ан-Нусра и взаимодействующие с ней формирования свободной сирийской армии насчитывают более 12 тысяч боевиков, а также сотни единиц техники, десятки полевых орудий, систем залпового огня, полученные через контролируемые незаконные вооруженные формирования коридора на границе с Израилем и Иорданией. Поводом для наступления, как всегда, служит заявление боевиков, и так будет, видимо, и дальше, о якобы нарушении режима деэскалации правительственными войсками для усиления эффекта возможное проведения очередных провокаций. Это нельзя исключать с использованием различных провокаций против мирного населения. Возможный сценарий, что после таких провокаций боевики могут начать одновременное наступление на позиции правительственных сил. И, как мы понимаем, конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в ДРА по аналогии с территориями, которые контролируются СДС на северо-востоке Сирии. Достаточно полно ответила на ваш вопрос. Спасибо. Так, да, пожалуйста. Нет, больше нет вопросов? Тогда по второму кругу, да, пожалуйста. Вопрос у нас еще у телеканала «Царьград» по поводу ситуации на Кубе. Как политические изменения и заявленный уход Рауля Кастро отразятся на отношениях Москвы и Гаваны? Какова наша позиция? Давайте я на эту тему запрошу материал наших экспертов и более подробную информацию дополнительно вам представлю. Кстати говоря, недавно мы, помните, очень много раз приходили и американские журналисты, спрашивали относительно того, что нам известно о неких акустических атаках, которые совершались в отношении американских дипломатов и, по-моему, даже канадских дипломатов. Так вы знаете, я вот буквально на днях с интересом узнала, что канадское правительство сказало, что не может подтвердить акустические атаки на своих дипломатов. Они видят, что что-то там происходило, но не могут понять природу, но вопрос о акустических атаках они отмели. Хотя вы вспомните, сколько времени эта тема была просто темой номер один в отношении Кубы. Вот опять, кто-нибудь будет давать какие-нибудь опровержения и так далее. Я понимаю, что материалы были составлены очень хитро, опять highly likely, но так или иначе, какой ущерб получила Куба, кубинское руководство. Мало того, мне кажется, чуть ли опять же нас в эту тему не втягивали, Россию, о нашем участии. Вот сейчас спокойно, как-то по-тихому правительство Канады сказало, что к акустике это не имеет никакого отношения. Ну так, как бы заметка на полях. Что-то, куда? Вы же все же уже. Да, пожалуйста. Только если можно, кратко достаточно, вопросы задавать. Международное информационное агентство «Ньюсфронт», болгарская редакция. Уважаемая Мария Владимировна, по поводу дела Скрипалей вопрос. Поскольку стало известно, что Российская Федерация тоже начала расследование, то есть Следственный комитет России, если все-таки Россия успеет доказать вину Великобритании в отравлении Скрипалей, будут ли ответные меры? То есть сейчас Великобритания... Знаете, это вопрос все-таки к правоохранительным органам. Мы даем политическую оценку, мы говорим о тех фактах, которые у нас есть. Что касается следствия, обвинений, заявлений вот такого характера, о которых вы говорите, это следственные органы, это правоохранительные органы. Вы правильно сказали, что это дело было возбуждено, и мало того, что и прокуратура, и Следственный комитет регулярно комментируют те данные, которые у них имеются.
И еще, если позволите, швейцарская лаборатория, которая проводила тоже исследования, будут ли эти результаты публично оглашены? Мы об этом сегодня говорили, мы из этого исходим, что, учитывая, что мы видим вранье на вранье, хорошо, назовите в данном случае сокрытие информации, очень странные объяснения. Мы бы хотели, чтобы все данные были предоставлены. Возможно, не опубликованы, но, по крайней мере, предоставлены. Вы понимаете, такое количество лжи в этой истории, что мы никак не можем понять, что есть такого в этих пробах, что нельзя предоставить, ну, в частности, Российской Федерации. Да, пожалуйста. Мария Владимировна, хотели бы поблагодарить вас за упоминание репортажа нашего корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Вот нам очень приятно, что нас читают в МИДе. Нам приятно, что есть Александр Коц. Я ему обязательно передам. Вопрос следующий. Вы знаете, а мы с ним напрямую общаемся, поэтому... Хорошо. Вопрос следующий. Дональд Трамп сказал, что месяц назад в Сирии якобы была тяжелая схватка американских и российских солдат. Многие погибли. Вот это тоже какая-то фантазия? Что это было? Нет, ну, насколько мы понимаем, речь идет не о... сложно понять, но, насколько я понимаю, речь идет не о сотрудниках регулярных вооруженных сил. Поэтому все, что связано с задействованиями регулярной, я прошу меня простить, возможно, за неточную формулировку, но за задействованием сотрудников вооруженных сил Российской Федерации все комментирует Министерство обороны, делает это оперативно и по вашим запросам, и инициативно. Мне кажется, в первую очередь инициативно и так далее. Поэтому, честно говоря, понял, благодарю. О чем говорил Дональд Трамп, возможно, о том, что не связано с действительно ВКС, с чем-то другим связанным, но, опять же, это не наша компетенция. Да, пожалуйста. Добрый день, информагентство «Тренд». Хотел бы спросить вот по какой теме. Сегодня в Баку глава российского генштаба встретился с главкомом НАТО, и на этой встрече были обсуждены различные вопросы сотрудничества, в том числе, значит, вопросы региональной безопасности и сирийский кризис. И хотелось бы узнать, вот, как вы оцениваете роль Азербайджана в данных обсуждениях, учитывая тот факт, что Баку именно был выбран местом данной встречи? Все комментарии были даны участникам этой встречи. Это не совсем вопрос МИДа. Я думаю, что вам нужно обратиться в профильную структуру. Да, пожалуйста. Мария Владимировна, а кто будет представлять Россию на выставке в Баку? Не планируется ли визит господина Лаврова? Визит господина Лаврова на данный момент не запланирован. Кто будет представлять, я уточню. Спасибо большое. До следующих встреч.